Наверняка вы хоть раз задумывались, что это за красочные объекты, которые имеют невероятную красоту, насыщенную палитру и удивительные формы образования. Более того, почему у них разный цвет и с чем это связано? Перед нами туманности, пожалуй, главный строительный материал Вселенной, состоящий в основном из пыли и газа. Можно смело сказать, что это один из самых красивых и поразительных космических объектов. Туманности обеспечивают идеальные условия как для рождения звезд, так и для их смерти. Эти объекты глубокого космоса вмещают удивительные скопления звезд, а также пыль и газ, которые часто влияют на их форму. Палитра красок проявляется лишь на длинных экспозициях, которые чаще всего демонстрируют нам водород в красном, гелий в синем, азот в розовом и кислород в сине-зеленом цвете. Однако иногда туманности могут быть и темными. Например, некоторые межзвездные участки имеют довольно четкие контуры. Множество же известных газовых скоплений – это клочкообразный туман, который растекается в разные стороны струями и имеет диффузную форму происхождения. А пространство, которое находится между звездами в самой туманности, не является пустой субстанцией. В довольно небольшом количестве там концентрируются частицы разнообразного характера, к которым можно отнести атомы некоторых веществ. А если собрать все туманности, которые существуют, их можно разделить на несколько видов. Например, отражательные, темные и эмиссионные туманности. Туманности вокруг звезд Вольфа-Рай, планетарные туманности. Туманности, созданные ударными волнами, и остаточный продукт после деятельности сверхновых звезд, а также светлые туманности. Туманности – это великолепное явление внеземного происхождения, которое нуждается в детальном изучении, поэтому за одно видео обо всех поговорить теоретически невозможно, это очень большая тема. Поэтому сегодня мы разберем лишь некоторые из них, а через какое-то время мы сделаем еще более крутое продолжение. Начнем с того, что разновидность туманностей классифицируется в основном по составу, а также по способности поглощать или рассеивать свет различными объектами. Например, темная туманность – это облако, наполненное пылью и холодным газом, которое не пропускает видимый свет и по этой причине закрывает видимость на внутренние звезды. Если выражаться простым языком, то плотность такой туманности равна плотности сигаретного дыма. Но на фоне Млечного Пути нечасто можно наблюдать скопления подобного рода. Исследование таких объектов зависит от различных показателей. Если данные довольно высоки, то опыты проводятся исключительно с помощью технологий субмиллиметровой радиоволновой астрономии. Примером такого образования может послужить конская голова, сформировавшаяся в созвездии Ориона. Такие облака обладают очень неправильной формой, у них нет четко очерченных границ, иногда они прибегают закрученные змеевидные образы. Поэтому темные туманности выступают как куски черноты на фоне яркого Млечного Пути, а в тех частях туманности, которые полупрозрачны в оптическом диапазоне, хорошо заметна волокнистая структура. Волокна и общая вытянутость туманности связана с наличием у них магнитных полей, которые затрудняют движение некоторых веществ, а пылевой компонент вещества туманностей связан с магнитными полями из-за того, что пылинки электрически заряжены. А вот эмиссионная туманность создает собственное свечение. Именно там атомы водорода приходят в активность из-за мощного ультрафиолетового света звезд, а затем водород ионизируется, то есть теряет электрон и излучающий фотон. Главный показатель такого космического облака – это его высокая температура. Такое облако состоит из ионизированного газа, который формируется вследствие деятельности наиболее приближенной к нему горячей звезды. А вот влияние самой звезды заключается в том, что она активизирует и подсвечивает атомы самой туманности. Это явление интересно тем, что по принципу образования и визуальным показателям напоминает неоновый свет. Но, как правило, объекты эмиссионного типа имеют красный цвет за счет большого скопления водорода в своем составе. Кроме того, там могут присутствовать дополнительные тона в виде зеленого и синего цвета, которые образовались благодаря атомам других веществ. Самый яркий пример подобного звездного скопления – это знаменитая туманность Ориона. Поэтому, подведя итог такой туманности, можно сделать вывод, что инфракрасный свет помогает находить огромное количество пыли, намекающее на активное звездообразование. А вот что касается планетарных туманностей, то это астрономический объект, содержащий газовую оболочку и центральную звезду, например, белый карлик. Планетарная туманность образуется при сбросе внешних слоев красных гигантов или сверхгигантов с массой до 8 солнечных, разумеется, на завершающей стадии их эволюции. Планетарная туманность – это быстро протекающее явление, разумеется, по астрономическим меркам, которое длится всего лишь несколько десятков тысяч лет.
при продолжительности жизни звезды предка в несколько миллиардов лет. И в настоящее время в нашей галактике известно около 1500 планетарных туманностей. Например, кольцо, находящееся в созвездии Лиры, является одной из самых известных планетарных субстанций. Оно располагается на расстоянии 2000 световых лет от нашей планеты и считается довольно распознаваемым космическим облаком. Само кольцо светится за счет присутствующего рядом белого карлика, а входящие в его состав газы выступают остатками выброшенной центральной звезды. А центральная звезда изначально была красным гигантом, но впоследствии превратилась в белый карлик. И благодаря деятельности этого небесного тела возникла туманность-кольцо, которая в виде слегка вытянутого круга окутывает центральный источник энергии. Кольцо – один из самых популярных объектов наблюдения, как среди ученых, так и простых любителей космоса. Этот интерес обусловлен отличной видимостью облака в любое время года и даже в условиях городского освещения при не самом дорогом телескопе. Сегодня я рассказал самые распространенные туманности, а в следующий раз мы разберем самые необычные. Поэтому, если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока.